Летом так хочется носить красивое платье, но сложно, потому что натирают ноги. Что делать? А выход есть. Очень элегантный, красивый, стильный, просто сексуальный. И сегодня я вам покажу, как быстро, можно даже без машинки на руках, можно на машинке без оверлока, можно с оверлоком сшить вот такое приспособление, чтобы не натирали ноги. Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Вот я здесь разложила кружево эластичное. Для чего? Летом многие женщины хотели бы носить платье, но не всегда это удобно по той простой причине, что натираются бедра. Бедра соприкасаются друг с другом и натираются. Сегодня я покажу вам, как сшить защитную полосочку. Называется она бандолетка. Это очень красивая, сексуальная, удобная вещь, которая одевается на ножку и защищает эти места от натирания. Что же нам понадобится для этого? Нам понадобится эластичное кружево от 10 до 20 сантиметров. Но лучше всего брать кружево 15-17 сантиметров. Кружево на бандолетке должно быть эластичное, нежное, мягкое, но не тряпочка. Вот у меня два таких. Вот это, наверное, будет жестковато, поскольку здесь набивной такой рисунок, ну, жестковатое. То как бы на ноге не очень будет комфортно. Тоже убираем. Остается вот такая вещь. Вот представьте себе такое изделие на своих ногах. Право дело. Очень красиво смотрится. Понадобится нам два объема бедер с учетом коэффициента растяжимости. Сейчас про коэффициент растяжимости я вам расскажу. Расскажу, что два объема бедра ноги в самом толстом, в самом широком месте и силиконовая лента. 4 объема. Она будет пришиваться сверху и снизу. Какая ширина у вас будет, такая вам и подойдет. И, соответственно, нитки в тон и иголки для шитья трикотажа, трикотажные. Смотрите, нам нужен коэффициент растяжимости, чтобы посчитать. 10 сантиметров отмеряем, кладем сантиметр и начинаем кружево растягивать до того момента, чтобы рисунок сохранял какую-то свою форму, не превращался так некрасиво уже. Но надо, чтобы в самом растянутом виде она еще была красиво смотрелась. Поэтому мы не будем растягивать по самому максимуму. Нет, вот таким вот образом получилось 11,5. Сейчас считаем коэффициент растяжимости. Вот первоначальную длину делим на окончательную длину. 10 это начальная длина, 11,5. У вас может быть другой размер, вот этот вот. Получается 0,87. Выкройка нашего изделия бандольетки. Так, перед тем, как сделать выкройку, нам нужны размеры. Размер 1 это обхват бедра в самом широком месте, вверху. H это ширина нашего кружева. И цифра 2, размер 2 это обхват бедра внизу, там, где она заканчивается кружевом. Выкройка имеет вот такой вот вид. Верхняя часть это размер 1 умноженный на коэффициент растяжимости. У меня получилось 64. Нижняя длина это второй размер, обхват бедра внизу, умножить на коэффициент растяжимости. У меня 61. Получилось здесь слева и справа одинаково. Этот размер сужаем одинаково, равномерно. И плюс к этому размеру 1,5 сантиметра. Прибавка на шов с этой стороны, прибавка на шов с этой стороны. Так, вот 1,5 сантиметра это если мы обрабатываем на верлоке. Если мы обрабатываем просто на швейной машинке, то по 1,5 сантиметра с каждой стороны. Складываем кружево. Соединять здесь рисунок
Не обязательно, по той простой причине, что вот эту повязку на ноге мы можем раскручивать, перекручивать. И совсем не обязательно, что шов на левой ноге, что шов на правой ноге будет в одном и том же месте. И теперь там, где у нас будет низ, у нас заужение идет 3 сантиметра, по 1,5 сантиметра с каждой стороны. Теперь мы складываем изнаночной стороной друг к другу. Именно изнанка, я не оговорилась. Шить будем на обычной швейной машинке. Это на тот случай, если у вас нет оверлока. Если оверлок есть, шьете на оверлоке. Это в несколько раз проще. Делаем строчку 0,7 от края. Одно. Так, лицом наружу. И второе. Прострочила. Самая обыкновенная строчка. Прямая. Но шаг у строчки 2 миллиметра. Мелкий шаг. И тогда она немножко тянется. Но в принципе в этом направлении нам и не надо, чтобы тянулось. У нас здесь вот так будет тянуться. Теперь мы этот припуск обрезаем 3 миллиметра от шва. Следующий шов мы будем делать с изнаночной стороны. Выворачиваем наизнанку, чтобы вот здесь на ребре у нас был шов. И закалываем. Чтобы все припуски на шов остались у нас там внутри. И сейчас мы сделаем шов 7 миллиметров от края. Прострочим точно так же. Прямая строчка. Очень мелкий шаг 2 миллиметра. И все припуски на шов останутся у нас там внутри. Будет чистая обработка. У нас получилась вот такая обработка. Сейчас мы настроим. Я настрою трехступенчатый зигзаг. И по лицевой стороне пристрочу, чтобы здесь не было никакой толщины. И здесь, видите, нигде ничего. Если вы будете обрабатывать на оверлоке, то единственная ваша операция — это обработали оверлоком. Можно также пристрочить. Там толщина совсем другая. В 2 раза меньше. И вот так красиво пришито. Теперь это все надо прогладить. Вообще всегда, как только сделали строчку, ее надо прогладить. Вот мы сшили. Если мы оденем, то, конечно, какое-то время эта повязка будет держаться. Но есть риск того, что она начнет сползать, потому что с широкого на узкого всегда сползает. Поэтому надо нашить силиконовую ленту. Вот силиконовая ленточка, она будет так плотненько сидеть на теле. Она не скользит. Вот что самое главное. И будет удерживать нашу повязку в нужном месте. Настраиваем зигзаг. Здесь у нас остается хвостик. Мы его потом обрежем. Строчку по краю. Лапка у нас идет по внутреннему краю этих фестонов.
без натяга, потому что коэффициент растяжимости у нас уже заложен в эту ткань. И просто немножко находим здесь на коленку, делаем закрепку, отрезаем. И не видно ее, и она есть. Она упругая и не скользит. Точно так же мы настрачиваем снизу и на второй. Ну вот и все. Теперь ваши ножки в безопасности. Носите на здоровье. Вы их можете нашить несколько разных, красивых, но менять по настроению, по погоде, под одежду. Могут быть белые, телесного цвета, могут быть яркие.